Итак, господа, решил я сделать 25 забегов на смертельную сложность. Точнее, именно сделать из этого ролик, а то в целом я и так уже дохера сделал забегов. Изначально вообще для видоса думал сделать 50. Ну я короче начал, сделал пару забегов, а мне потом пидоры выключили свет почти на целый день. Да, как раз в то время, когда я решил сделать видос. Ну я конечно хз почему они вырубили, предполагаю это из-за грозы, которая у меня была тогда, и ветер жесткий был. Maybe что-то упало на провода или какая-то иная поломка. В общем, не суть. Когда тогда утром играл, в 7 часов утра где-то, то иногда не понимал, что творится. Жаль, видеоматериалы бита из-за грозы остались. На этом, короче, прибежал мне на наш золотой спот и тупо начал его дефать. Кидать рту там и всякое такое. Ну, в общем, утро было веселое. Так, с чего бы начать? Смотри, у меня все вкачано на максимум. А бегать я буду в таком экипе и с такой дерьмосборкой на 42 эффективки. В общем, сборка кал, шмот недоточен. Но и этого вполне достаточно, чтобы нормально играть на этой сложности. Вот так выглядит моя стата до начала этих 25 забегов, а потом посмотрим, как она изменится. Ах да, по задачам для БП я беру вот такой сет. Вместо голов хотелось бы, конечно, взять киллы из пулемета, но не прокнуло. Дотации на текущий момент у меня почти 0. А, не 0. Давай тогда открою, что тут осталось, чтобы в чистую начинать. По поддержке я всегда беру фапчик, гвоздику и акацию с малышом. Во всем остальном не вижу перспективы. Ну, бафы еще норм, типа генератор искажений и хилка. Но не для меня. Направление я беру южное, его большинство играет. Типы все-таки просекли, что там легче, чем северное. Сейчас, как видите, по времени 20:23. Посмотрим, сколько времени уйдет на все эти забеги. Да, и там в принципе будет парочка забавных моментов, может быть это кому-то поможет в будущем меньше сливать. Ну а то, что сейчас выходят видосы только по ивенту, уж извините. Я сам его хочу позадротить, пока есть возможность, а то он быстро закончится. Пока есть хороший шанс заработать, я не буду его упускать. Потому видосы, если и будут в этот месяц, то только связанные с ивентом. Если вдруг вам зайдет этот видос, то я в принципе могу сделать и на 100 забегов, если нужно. Ну а теперь можно и начинать. Итак, забег первый. Сразу же на респе бросаю себе малыша и запиваю бафами. Порядковый номер забега будет здесь в углу. Сразу же побежали на голду. По дороге зачистив парочку красных спотов, на голд сразу дал локацию и гвоздику. Немного подождал, пока начнут респауниться атакующие эту базу, вследствие чего голд был зачищен. И я побежал на второй, кинув по дороге фаб на спот с 30 врагами и снайпером. На споты, в которых по 13 или где-то плюс-минус в таком количестве врагов, то я на них не кидаю фабы. По крайней мере это бывает редко, если мы вдруг вообще прям не успеваем сделать квесты. И нужно спешить. А так я расходую все это более эффективно. Пока наши ребята занимались красными спотами, я соло зачистил голду. Вообще так и нужно. Нужно разделяться и делать разные задачи. Кто-то фармит красные, а кто-то голду. Так будет быстрее всего. Сейчас, когда снайперов понерфили и они не ваншотят, то это достаточно несложно все делать даже в соло. С рейнджа, пока у меня есть сигнал, кидаю еще один фаб на спот, в котором глушилка. После чего раскидал рту на голду и рипанулся. Голду зачистили, но по задачам слабовато идем. Поэтому все пошли фармить красные. Но вот кстати химера на смертельном дохера дамажит. Зачастую сливает такого как меня за 2-3 тычки. Особенно это смертельно, если ты такой фармишь NPC, а она подкрадывается сзади и все, ГГ. Прибежал на труп и залутал хлам. Хотя в основном мне нужен был только пулемет, а трофеи, ну так-то не нужны. Я конечно их лутаю, если знаю, что рядом спавнятся золотые трофеи, но целенаправленно я их сейчас не лутаю, так как не ясно, куда их можно будет девать, если у тебя все прокачано. Бывает, вызываешь союзника, и тут прилетает ракета от гранатометчика. Это, кстати, странно, что она шотнула меня. Либо они застакались просто, а то сколько уже попадали и никогда не шотили. Где-то только, 30% хп снимали. Ну, короче, первый забег успешный, все эвакуировались. Забег 2. Все по классике. Иду на голду, лутаю голду, вызываю сканер, бросаю арту. Ну, вообще, это место мне нравится. Мне просто нравится тут летать. Дальше разрушаем рабочие станции и идем на ласт голду. Хз почему, но все бегали вместе в это время. Хотя так делать не рекомендовано. Короче, бросаю арту на ласт спот и иду чисто отдельно от тиммейта фармить красные. А то 6 минут осталось, а нам еще 20 спотов нужно.
Ну, короче, впритык, но успели. А друзья-тиммейты опять рядом со мной почему-то тусуются. О да, обожаю снайперов. Тупо стопят и нельзя двигаться. Не лечь, не встать. Позже это еще сыграет свою роль. Но в любом случае это лучше, чем бы они ваншотали. Эвакуация в принципе успешная. Забег 3. Здесь есть идеальная точка на церкви. Здесь наверху. Все контролируется, я просто сбрасываю себе сюда малыша и расстреливаю все, что спавнится. Туман вообще изи фармить. Здесь, если правильно кинуть арту, то быстро можно залутать фулл спот. Химера, кстати, изи, главное, чтобы ты ее просто раньше заметил. Ну, типа у нас осталось 6 минут, а задачи все выполненные. И что прикажете делать? Лутать трофеи впадлу. Покажу сейчас мою любимую точку. По крайней мере, она была такая на средней сложности. На смертельном я не часто рискую здесь находиться, из-за снайперов и гранатометчиков. Когда начинается эвакуация, то я обычно на левый подъем кидаю локацию. А на поле куда-то гвоздику. И стою расстреливаю все остальное, что спавнится с малыша. Такие задачи для БП очень легко набивать. Четвертая катка была идентичной предыдущей. Только я тут отправил тиммейтов на голду, а сам пошел фармить все красное. Пробегая мимо, кинул локацию и гвоздику. После чего лутанул электрофеи, которые могли мои ребята упустить, и пошел дальше на красное. Защищать вручную этот спот впадлу, поэтому я всегда на него кидаю фапчик. Опять та же церковь, то же место с малышами, будто бы дежавю. А, бля, ну я-то думаю, что по задачам херово идет. У нас, господа, уже все, отыграли. Опять впритык, не без помощи меня, который зачистил весь верх карты. Я-то в принципе эвакуировался, но мой товарищ попал под ящик. Ну что, пятый забег, такой как и два предыдущих с теми же задачами. Ничего кардинально нового здесь не было. Единственное, я чуток проебался с малышами и их забросило на крышу. А где эти пулеметы? Я точно помню, что их сбрасывал сюда. Понимаю, нормально. Здесь, в принципе, по таймингу все чики. Бобби, блять, куда ты лезешь? Короче, тиммейт у нас сдох с хорошей пачкой трофеев. Пока есть время, я решил на всякий его сопроводить. Но потом что-то оказалось далеко от сдох, и я развернулся назад. А Тереса он так и не вынес, а то опять откинул копыта. Ну, хотя бы эвакуировался. Далее у нас что? Шестой. Ну, типа, блин. Опять те же споты, тот же спаун. Ну, может, в принципе, это даже к лучшему. Ладно, ребята, думаю, сами справятся, а я пойду заниматься более важными делами. Сюда, легендарочки. По странным обстоятельствам, вторым спотом была не церковь, а ее ближайший туман. Вот этот туман просто изи фармится. Жаль, у меня КД на рту. Вот здесь обычно я кидаю акацию сюда, а гвоздику в противоположную сторону и просто ливаю, а спот потом сам зачистится. Голду оставил теме, а сам пошел на верхнюю часть карты. Хз почему, но меня прям манит именно верх карты. Бобби, блять, опять ты. Свали-ка, пожалуйста. Ты еще быр-быр потопима с собой привел. Ну, друзья, вам здесь не место. После этого в 19 оставшихся забегах Бобби больше не появлялся у меня на глазах. Норм, ты себе башенку построил. Или ты просто меня хотел ящиком задавить. Ну окей, эвакуация, опять все гуд. И уже пятый или какой раз, я не считал, меня закидывает на один и тот же стартовый голдспот. В этот раз я уже полностью доверился типам, чтобы они полностью зачищали голду. Блин, не получилось отдать все типам. Я как раз недалеко был от второго голдспота, поэтому просто по фасту зафармил его. Просто жду, чтобы кинуть NPC на голову арту. Очередная успешная миссия. На удивление, на 8-й забег кинула другие споты. И один из моих любимых это вот этот слоу гравитацией. Я, вызываю сначала сканер, потом кидаю акацию на эту сторону и гвоздику куда-то сюда. И просто потом прыгаю на этом батуте. NPC почти не попадают, а гранатометчики тем более никогда не попадут, если будешь постоянно прыгать. По крайней мере на моем опыте ни разу не попали. Но в принципе вот и все интересное, что было в этой катке. 9-я сессия.
Попрыгал на батуте, поуничтожал рабочие станции, пофармил красные споты и эвакуировался. Хз, как еще проще описать этот забег. Ведь все, что будет дальше, это просто повторение того, что было раньше. Там еще будет пара забавных моментов, но в целом основная масса это одно и то же. 10-й забег. Так, что тут у нас по модификаторам, которые обновились? Ага, одно нивелирует другое. Понял, значит без модификаторов 2 часика будем. С гайсами мы здесь разошлись, каждый выполнял свою работу, кто-то на голде, кто-то фармил красные, как я. Так, не понял. Это что за херня? Почему мы не стреляем? Ну понятно. Неплохо так. Даже прекрасно. Никогда ничего лучше не чувствовал. Патроны то убавляются, то пополняются. Хотя забавно, как я еще хожу. Обычно, когда такое дело, то мой реальный перс стоит на месте и его забивают до смерти NPC. А тут я просто стрелять не могу, но в принципе могу нормально перемещаться по мапе. Ну хоть отпустило, я думал вообще дисконнектнет, а то так уже было пару раз. Эвакуация успешная. Так, какой там уже по счету? Ага, 11-й. И здесь я просто оформлю красные лагеря. Последнее время я перестал ходить на голду, и так вся тима идет, типа что я там буду третий лишний, они и без меня справятся. Ну вот и все в принципе. Здесь абсолютно ничего интересного не было. Разве что в конце все с пацанами решили полежать. Сначала нас было 4, потом 7. Эвакуация, кстати, тоже успешная. 12-й. Не знаю почему, но всегда, когда я респауню здесь, я кидаю первый фап на этот спот с глушилкой. Дальше оказалось, мой любимый батут решили отжать тиммейты, но для троих он не успевает откадешиться. 13-й забег. Ну что тут, опять батут, опять работа. Как и 12-й и 13-й тоже с успешной эвакуацией. Забег 14. Тихо, спокойно в одиночке я себе фармил. И вижу, гайсы что-то не справляются. Пришлось идти им на помощь с голдспотом в церкви. На всякий случай пошел еще помочь туман им зачистить. Кстати, в тумане я не захожу в сам туман. Здесь на экране все отлично видно и удобно простреливать. По задачам что-то тут долговато в этот раз и шли. Там мои уже на эвакуацию сразу после голды пошли. А я типа тут должен сам до максималки добивать задачи. Понял, принял. Ну, в любом случае все было гуд. 15-й забег. Вот здесь уже мне что-то не задалась игра. Пару раз вначале умер. Потом вообще малыша скинул на дерево. А на эвакуации его еще и на столб закинул. Не специально причем, просто так вышло. Но и этот забег закончился максимальной наградой. 16-й забег. Что тут сказать? Классика, классика, классика. Фармишь NPC, лутаешь трофеи, стопаешься от снайперов и эвакуируешься. 17-я сессия. Здесь у нас модификаторы на радиус арты. Хотя я хз, почему это считается красным, то есть недостатком. Если наоборот, чем больше радиус, тем больше NPC можно зафармить. Отряды снайперов это понятно почему недостаток. Они тебя просто застопят и вкопают в землю. Хера себе улетел. Не, ну так даже удобнее, если подумать. Если бы постоянно так научиться летать, было бы вообще заебись. Не знаю почему, но тиммейты здесь постоянно умирали. И из-за того, что они потратили почти все воскрешалки, я проебал этот забег. Хотя тут скорее виновата вот эта мразота. Я короче себе такой на чили поднимаюсь, хаваю чипсы и играю одной рукой. Вижу, меня кто-то дамажит. Я такой думаю, ну наверное NPC какой-то угнался, ну да и хер с ним. Но потом понимаю, что это бледота меня режет. Но уже было слишком поздно. У меня для таких педрил есть специальный список. Если я вижу кого-то из них в катке, я просто ливаю и начинаю заново. И также советую всем делать. Пусть рыло ебаное в соло играет. Но если ливать не хочешь, то я выработал тактику, как бороться с такими пидорами. Вообще не иди на эвакуацию, когда она еще не началась. Стой рядом около горы где-то примерно, а когда остается обычно 1,5 минуты до конца катки, просто забегай на эвакуацию. Вроде бы, когда эвакуация идет, то урон по игрокам не проходит. 18-й забег был более спокойным, даже если можно сказать чиловым. Задачи выполнили быстро, так что я еще тут посидел АФК чуток.
19 мог быть таким же, как и 17. Но из-за того, что у нас в принципе были воскрешалки в отличие от прошлого раза, то сразу как новое ебло показало, кто он такой, на него полетела арта от 2 тим, а потом его изнасиловали в будке. Но эвакуация прошла успешно. Я вот иногда не понимаю логики союзников. Смотри, я только что 5 секунд назад кинул локацию и гвоздику на основные массовые проходы врагов. Две эти арты спокойно контрят все. Зачем они набрасывают сюда еще 3 своих арты, я хз. Типа окей, если бы у моих кончился срок. Но так попусту потратили кнопки. Еще мне нравится этот батут тем, что ни химеры, ни всякая другая дрянь к тебе просто не достанет. О да, обожаю снайперов. Самое противное даже не то, что они вкапывают тебя в землю, а то, что нельзя даже лечь или встать, если нужно. Был у меня как-то один случай, если найду видеофрагмент, то покажу. А сейчас просто опишу словами. Короче, стою я между вертолетами на вышке. Все поле застилает рта, так что ничего не видно. И где-то там по мне стреляет несколько снайперов. Я их не вижу и двигаться не могу. Я уже думал, все, застряну там навсегда. Но как-то попустило. Кто-то скинул хороший фапчик, или может даже я скинул, уже не помню. Ну, в общем, 20-й забег тоже был успешный. 21-я попытка с самого начала шла довольно плоховато. Нас вроде везде окружали отряды со снайперами. Будто бы они только около нас респаунились со всей карты. Само собой, за этим следовало большое количество смертей от Тимы. Да и что тут говорить, даже я 2 раза сдох. Само собой, это не могло закончиться хорошо. Это был второй неудачный забег. Следующий, то есть 22-й, начался с методичной ликвидации красных спотов. Ну и куда же тут без снайперов. Но в целом, благодаря тому, что всю катку я охотился за красными, мы сделали 70 за 3 минуты до конца. Наверное, если бы я с тиммейтами ходил на голду, хер бы мы что сделали. Эвакуация прошла успешно. На 23-й попытке опять изменились модификаторы. Хорошо, что нету снайперов. Наверное, снайперы это худший модификатор, который может здесь выпасть. С любыми другими модами в принципе хорошо играется. Здесь все шло, скажем так, не очень хорошо. Другие тимы просто постоянно умирали, и умирали, и умирали. В итоге 2 из них ливнуло, а остальные ждали респа. Хоть я и всю игру чистил только красные споты, нам прям только впритык удалось сделать 70. О да, предпоследний забег. Здесь попался один индивид странный. Ну как, руинер просто. Короче, тип с самого начала начал убивать свою тиму, просто так. Из-за него мы просрали все воскрешалки, и приходилось очень аккуратно играть. Понятно, что таким темпом мы 70 не набрали, ибо слишком много времени заняли терки с этим мудаком, место которого по КД было в таверне. Мне вот интересно, что ими движет? То, что они убьют здесь кого-то, не значит, что они залутают больше. Вот, кстати, раньше, когда снайперы шотали, такой херни не было. На этой сложности тогда играли только нормальные типы, которые хотели сделать все задачи и эвакуироваться. У меня есть предположение, что таких типов просто пиздят в школе, и они отыгрываются на киллах в Сталкрафте, чтобы потешить свое эго. Иных причин для руина я найти не могу. Понятное дело, что такому типу мы с тиммейтом не дали эвакуироваться, пусть знает свое место, пес. Что ж, последний 25-й забег. По нему, если вкратце, все гуд. Четенько, быстро все прошли. Даже расписывать не буду, так как это, ну, типа тупо классика. Я, кстати, заметил по опыту, что утром и ночью как будто бы играют одни отбитые. Не все, конечно, но в сравнении с дневным временем прибавка таких индивидов заметная. Но теперь самое интересное. Что же получилось у меня за все это время? В начале ролика я показывал время, а вот которое сейчас. В целом прошло чуть более 7 часов на 25 забегов. Из них у меня вышло 22 идеальных с фулл наградой. Всего эвакуаций было 23. Одна из них была на 55 задач и 2 неудачных. В чистую по деньгам у меня вышло 6 лямов. Но при этом еще почти 70 тысяч дотаций зафармил. Прямо сейчас за них и открою кейсы, почему нет. Так, ну это где-то так, навскидку будет 600 тысяч. А эта партия будет где-то, ну, тоже 600 тысяч. Третья пачка, наверное, где-то 500 тысяч. И ластовые кейсы на 250к примерно. Каждую копейку я не считал, это так чисто примерно цифры, которые можно округлить.
Если суммировать, то в общем примерно выйдет 8 миллионов 100 тысяч. А могло бы выпасть еще что-то ценное, то тогда бы вообще ситуация кардинально изменилась. Ну, что я скажу. В целом, сейчас фармить смертельную сложность можно вполне даже неплохо. По бабкам тоже очень хорошо. Это ты еще учитываешь, что это тебе не нужно выносить, а просто с базы зашел в ивент, сыграл и готово. Я вообще думаю, что будут либо нерфить награды, либо смертельный режим сделают сложнее. А то сейчас на него почти все пересели из-за того, что легко фармить много денег. Но это и действительно так. Более 8 лямов за 7 часов. А если выпадет какой-то обвес, мотив или эскалард, то это еще плюс до хера. Но, господа, пока есть время, пока не понерфили или не усложнили, фармите. Будем надеяться, что ничего хуже таки не сделают. Но здравый смысл подсказывает, что все-таки сделают. А, чуть не забыл. Вот что по статье до начала забегов и в конце. И вот что вышло по задачам для БП. Что делать с руинерами? Хз. Тут либо ливать в самом начале и идти в другую катку, либо забегать на эвакуацию только когда она собственно начинается, чтобы урон не проходил. А с АФКшерами вообще легко бороться, если ты на смертельном. Просто перед эвакуацией отправляете додика в таверну и не призываете его. Ну, вроде все сказал. Так что всем спасибо за просмотр и пока.